Привет, друзья. Привет моим подписчикам и привет всем. Этот видео пригодится всем, так как принцип работы всех современных двигателей внутреннего сгорания почти одинаков. Если вы заметили, что в последнее время ваш автомобиль жрет много масла и постоянно вам приходится доливать масло, тогда рекомендую посмотреть этот видео до конца. Когда в двигателе начинается пропадать много масла, причин может быть много. Но немногие знают, что одной из важных причин может быть неисправность маслоотделителя. То есть маслоотделителя внутри повреждается резиновая мембрана, диафрагма. Иногда мембрана изготовлена из пластиковых материалов. Если внутри маслоотделителя повреждена мембрана, ждите неприятностей. Двигатель будет жрать много масла и будет работать плохо. Соответственно, двигатель начинает употреблять много бензина и появляется много проблем, о которых вы даже не можете подозревать. Ну и как же проверить маслоотделитель? Внутри мембрану маслоотделителя. В этом видео покажу все. Цель этого видео разложить все по полочкам и показать визуально и на слух все возможные варианты, как можно проверить маслоотделитель. Сейчас я покажу и расскажу о всех симптомах, которые характерны для автомобиля, если у нее повреждено маслоотделитель. Нелегко было снять и сделать это видео, потому что мне пришлось перечитать много форумов, найти технические документации, собрать все примеры, как мастера-профессионалы определяют работоспособность и проверяют маслоотделитель. Проверить маслоотделитель можно несколькими способами, и всех я сейчас покажу. Если вы еще знаете какие-то способы, пожалуйста, пишите в комментах. Прежде всего покажу и поговорю о симптомах, потому что многим более интересна эта тема и хотят узнать, как на 100% можно определить, нужно ли менять маслоотделитель. А потом поговорю еще об много интересном, и кому интересно, смотрите видео до конца. На примере этого автомобиля я постараюсь вместе с вами поставить диагноз. Нужно ли менять маслоотделитель? Не повреждена ли мембрана? Итак, возьмем листочек бумаги, авторучку и поехали. Симптом первый. Это масложор. Масложор может вызван не только из-за неисправной работы маслоотделителя, но и есть, конечно, другие причины. Если мы заметили, что в последнее время наша машина жрет много масла, в первую очередь должны определить, не повреждено ли маслоотделитель. По моим наблюдениям, я на этой машине за 10 тысяч километров добавил 2,5 литра масла. Это не мало и не много. Часть из того масла, которое у нас теряется, загорается в камере сгорания. И как это уменьшить, я постараюсь рассказать в другом видео, как только найду для этого время. Все машины, даже новые по разным причинам, жрет масло, и 2,5 литров на 10 тысяч километров это не критично. Но на всякий случай тут мы поставим вопросительный знак. Симптом второй. Это сыроватый дым из глушителя. Проверять нужно в ясную погоду, когда влажность воздуха низкая, чтобы мы не перепутали белый дым конденсата с дымом сыроватого оттенка. Белый дым конденсата не страшно и имеется у многих машин. Это целая история, и я не буду сейчас о нем рассказывать. Газуем и проверяем. Главное, чтобы дым не имел сероватого цвета, примерно вот такой. Такой дым, как вы видите, на этой машине не наблюдается. Поэтому тут мы поставим плюс. Это значит, что тут все в порядке. Симптом третий. Это перебой, троение, неровная работа двигателя. Причиной этого может быть
многое, но если мы хотим перепроверить, не виновата ли в этом маслоотделитель, делается это очень просто. Для этого достаточно снять шланг маслоотделителя, разъединить от коллектора и пальчиком перекрыть вот эту дырку, чтобы коллектор не засасывал лишний воздух, а то машина не заведется. Не надо туда засовывать тряпочку или что-то подобное, а то коллектор ее засосет. Потом наш помощник заводит машину и слушаем работу двигателя. Если двигатель начал работать ровно, значит главный подозреваемый в неровной работе двигателя – маслоотделитель. Скорее всего, нужно ее менять. Мембрана порвана или что-то не в порядке. У нас на этом машине такого не замечается. Поэтому ставим плюсик и отметим, что в этом плане у нас все в порядке. Симптом 4. Самый простой метод проверить маслоотделитель – это проверка на высоких оборотах. Нужно подслушивать, когда мы газуем. Если заметили подсвистывание, тогда порвана мембрана. У нас нет никакого подозрительного звука. А вот послушайте звук, когда в маслоотделителе порвана диафрагма, мембрана, и нужно ее менять. Тут мы ставим тоже плюс, потому что у нас все в порядке. Симптом 5. Проверяем на низких оборотах на крышке маслоотделителя прикрытием пальцем маленькой дырки. Не засасывает ли воздух? Если при прикрытии дырочки слышно легкое подсасывание, подсвистывание, который указывает на подсос воздуха, тогда мембрана порвана. Вот как нормально работает маслоотделитель. А вот послушайте пример, когда мембрана порвана и нужно менять. Такое у нас не замечается. И вставим плюс. Симптом 6. Это самый часто применяемый метод, с помощью которого проверяют правильную работу маслоотделителя. Делать нужно такую проверку обязательно на холодном двигателе, потому что на прогретом двигателе иногда трудно заметить разницу. Как только запустим холодный двигатель, нужно вынимать щуп или лучше открутить крышку маслозаливной горловины. Лучше открутить крышку, чем вынуть щуп, потому что так лучше заметнее. Если маслоотделитель работает правильно, когда снимаем крышку, двигатель должен начинать работать неровно. Иногда будет казаться, что вот-вот заглохнет или вообще глохнет. Вот смотрите и послушайте. Это пример правильной работы маслоотделителя. При снятии крышки двигатель начинает колбасить. Ставим плюсик, у нас все в порядке.
Симптом 7. Этот метод проверки тоже самый простой вариант. Заводим машину и откручиваем крышку маслозаливной горловины. Газуем, поднимаем обороты и наблюдаем за крышкой. Если при газовке она поднимается, значит в этот момент в двигателе появляется избыточное давление. И это важный симптом о поврежденном маслоотделителе. Если крышка не поднимается и она остается в своем положении, как у нас, тогда волноваться ни к чему. Вставим здесь тоже плюсик. Симптом 8. Если при диагностике компьютер выдает ошибку необогащенная смесь или типа такого, то в этом случае тоже следует обратить внимание на маслоотделитель. Так как такие ошибки на этой машине никогда не вылезало, поставим здесь тоже плюсик. Тут еще покажу самые простые два метода проверки мембраны внутри маслоотделителя. Первый простой метод проверки мембраны маслоотделителя, который я покажу тут, это проверка с помощью дымогенератора. Все элементарно. Так же, как и при поиске подсоса воздуха в двигателе, запускаем дым в моторе. И если мембрана порвана, то на 100% вы увидите выходящего наружу дымовую струю из крышки. Вот из этой маленькой дырочки будет выливаться на улице дымовая струя. Ну и самый простой метод проверки мембраны – это вскрытие. Снять крышку маслоотделителя и своими глазами посмотреть, в каком состоянии внутри мембрана. Вот для этого нам понадобится ритуал 100 грамм для храбрости. Дело в том, что крышка маслоотделителя за все время эксплуатации становится все хрупкее, и во время разборки очень легко можно отломать держатели, защелки, после чего с большой вероятностью оно становится непригодным. Придется ее выбросить, и если нет запасного варианта, мы окажемся в трудном положении, пока не достанем другую крышку или не купим маслоотделитель в споре. Если, например, мы останемся без крышки или даже мембрана порвана и не имеет смысла поставить ее обратно до покупки новой мембраны, некоторые вообще глушат вот эту трубку. Трубку, которая через маслоотделитель в впускном коллекторе подает картерные газы, очищение от масла. В качестве заглушки можно, например, использовать вот такую резиновую заглушку, а не тряпочку или целлофан. А то, если засосет внутри коллектора, потом долго вам придется ломать голову, почему ваш двигатель тарахтит или вообще вышел из строя. После качественной заглушки в каком-то мере перебой троения двигателя исчезает, и некоторое время можно будет ездить на машине, пока мы не купим и установим новую мембрану. Ну и теперь что мы должны сделать, чтобы вскрыть и снять крышку маслоотделителя? Рекомендую сделать это на горячем двигателе, так как пластмассовая крышка в это время менее хрупкая, и есть мало шансов, что мы испортим, отломаем ее наконечники. И еще 100 грамм водки для храбрости тоже не помешает. Понадобится отвертка или вот такой ножик и тряпка. С помощью ножика осторожно отодвигаем держатели крышки по очереди. Это не совсем легко, как нам кажется. Потом осторожно снимаем крышку, так как внутри пружинка. И чтоб не разлетелась вокруг наши детали. Снимаем и внимательно изучаем мембрану. Нету ли трещины, дырки на нем.
Если нужно, меняем. И потом вставляем все на своем месте. Вот и вся философия. Тут у меня видно, что некоторые держатели крышки у меня в треснутом виде, но ничего страшного. Главное, чтобы во время сборки крышка держался плотно. Есть тоже еще некоторые варианты проверки маслоотделителя. Но, думаю, они недостойны внимания и несерьезные. Если вы знаете хорошие методы, пишите в комментариях и обсудим. Да, мы проверили маслоотделитель, и оно работает более или менее нормально. Но есть тут самое главное «но». Ресурс работы маслоотделителя от 50 до максимум 80 тысяч километров. На моей машине установлен маслоотделитель серии А. Моя машина американка и выпущена в 2009 году. Теперь посмотрим техническую документацию. Маслоотделители с ревизией А выпускались в 2009 году и были отменены в том же году с рекомендацией поставить вместо нее маслоотделитель с ревизией Э. Это говорит, что на моей машине установлено пока еще родной маслоотделитель, и оно работает и пашет более 10 лет. Машина за это время намотала более 170 тысяч километров, и это очень много. Удивительно, что маслоотделитель до тех пор работает и жив. Менять нужно вовремя, так как повреждение маслоотделителя сопровождается и с повышением расхода бензина, и с повышением давления отсека картерных газов, что может привести к самым плачевным результатам. Например, часто выдавливается сальник коленвала и начинается масло течь, а это очень дорогостоящий ремонт. Что бы то ни было, нужно мне искать и купить маслоотделитель нормальной ревизии, нормальной фирмы-производителя. Да, есть у меня запасная мембрана, но лучше, конечно, установить маслоотделитель целиком. Эту мембрану купил давно на Алиэкспрессе, и ссылку на этот товар и маслоотделитель я оставлю ниже. Но не стоит колхозить, ребята, и лучше купить оригинальную и проверенную. Но как запасной вариант китайский тоже подойдет. Подбор маслоотделителя или мембраны тоже важный момент, и если этот видео подберет достаточное количество лайков и подписчиков, значит эта тема интересна, и сделаю продолжение, где вы узнаете еще об многом. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, поделитесь с друзьями и помогите продвигать этот канал, а то пахать за копейки мне тоже скоро надоест. До свидания и до следующего видео.